Здравствуйте все, кто меня смотрит. Вы на канале Творческий сундучок, я Татьяна. И это первое видео в наступившем году. Я надеюсь, вы и дальше будете со мной, и мы вместе сделаем много чего интересного. Сегодня начнем изготавливать лоскутные блоки для детского одеяла покрывала в технике Crazy Quilt. Сумасшедший квилт, сумасшедший лоскуток, кто как его называет. И техника эта предполагает использование для нашивки ткани основы, потому что здесь могут использоваться различные по фактуре ткани, очень мелкие ткани. Вот, например, посмотрите, какие узкие полоски здесь использованы. Вот. И по фактуре тоже. Это шелк, атлас, кусочек тюля, хлопок. Но и ткань основа, она предполагает нивелировать вот эти дефекты, которые возникают при использовании различных по фактуре тканей. У нас изделие будет не очень большое, поэтому я решила использовать бумагу. И это у меня бумага газетная, потому как она легко удаляется. Удалять бумагу будем только после того, как будет сшито полотно из этих блоков. И я, как видите, я их расшила декоративными строчками. Декоративных строчек очень много, великое множество. Я буду здесь использовать самые простые. Также в этой технике могут использоваться и пайетки, и бисер, и бусинки, стеклярус, ленты. Кстати, я сейчас покажу вам один блок. Он у меня уже больше года лежит. У меня есть изделия, сшитые из подобных блоков. Вы видите, что здесь очень плотно все набито. И чем больше нашито, уверяю вас, чем больше нашито, тем интереснее, тем красивее получается. У меня есть сумочки со вставками из таких вот блоков и другие изделия. И в будущем, возможно, я вам покажу, что мы будем вот с этим блоком делать. Но потому как у нас здесь одеялка детская, и, конечно, я бисер и пайетки здесь использовать не хочу. Начинаем с того, что берем квадрат бумаги. Я взяла белый лист, чтобы было лучше видно. А лучше всего газетная бумага подходит для этих целей. Офисную бумагу брать я не советую, она очень плотная, и ее приходится размачивать при удалении. Кладем на середину треугольник ткани. Если у нас квадратный лоскуточек, с него можно начинать с угла. И с треугольного тоже можно начинать, но лучше с середины. И на него накладываем лицом к лицу следующий лоскуточек и прокладываем машинную строчку. После этого тканюшки разворачиваем и приглаживаем утюжком. Лишнюю ткань мы срезаем, и после этого будем накладывать следующий лоскуточек. Нашили. Я разгладила, лишнюю ткань срезала, и дальше накладываем следующий лоскуточек. Вот таким образом пришиваем, прокладываем строчку
отгибаем, разглаживаем, лишнее срезаем. Таким образом заполняем весь квадратик. И надо сделать таких блоков 20 штук. Девочки, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Продолжение будет в следующем видео. До свидания, до встречи.